Всем привет, вы на канале Твин Китай. Мы продолжаем проходить Coffee Talk, второй эпизод. Аманда. Аманда, которая родственница Нила, тоже интересная, наверное, возможно, интересная героиня, но мы ее еще плохо знаем, поэтому да. Что она у нее спросила? Она у нее спросила, что вас привело сюда? Обозначьте вопрос точнее. Вы имеете в виду на эту планету? Это тоже, но в первую очередь в эту кофейню. Мы прибыли на эту планету для проведения поисково-спасательной операции. Это как поисково-спасательная? Возможно. Цель операции — сбор данных для исследований, спасение нашего родича. Мы прибыли в эту кофейню, чтобы его дождаться. Мы назначили встречу согласно местным обычаям. Родич прибудет через 2 минуты, 3 секунды и 12 миллисекунд. Прошу прощения за грубость расчетов. Расчет более чем точный. Вы очень добры. Валери иногда говорит о вашем родиче. Его зовут Сильвер, да? Верно. Все мы часть коллективного разума. Коллективного разума? Это потрясающе. Получается, можно не тратить время на назначение встреч. Когда-то в прошлом можно было бы обойтись без этого. Но Нил под именем Сильвер с каждым днем приобретает все больше человеческих черт. Его связь с коллективным разумом истончается. О, должно быть и ему, и вам очень одиноко. Тяжело терять свою связь с близкими членами семьи. Возможно. Что значит одиноко? Это когда думаешь о других, но их нет рядом. И от этого становится грустно. Появляется чувство, как тяжесть на сердце. То, что раньше радовало, теряет свою привлекательность. Спасибо за объяснение. Кажется, мы понимаем. Мы не знаем. Возможно, нам действительно одиноко. Мы не можем ответить на этот вопрос с уверенностью более чем 61%. Нил? Привет! Привет! Мне нравится его новая человеческая форма. Привет, Аманда. Кстати, о гостях из космоса, а вот и мой бывший завсегдатай. Ой, извини, в последнее время я совсем редко заглядываю. Привет, меня зовут Луя. Приятно познакомиться, Луя. Я Сильвер. Я о тебе наслышана. Так, дайте. Сильвер. Интересная у него заставочка. Правда? Наверное, ты ожидала, что я буду в костюме побольше. Знаешь, наверное. Как у твоего родича. Понимаю, сейчас для меня время перемен. Я решил отказаться от скафандра. Моя нынешняя форма лучше отражает то, какой я. Имя я изменил по той же причине. Аманда, ты давно меня ждешь? Не слишком. Угу. Неловкая ситуация. Так, немного. Аманда. Да. Хочу, чтобы ты знала. Я сильно по тебе скучаю. О, он все-таки прямо очеловечивается. Прям хорошо, да, так? Что значит скучаю? Это похоже на чувство одиночества? Да, похоже. Когда ты успела узнать, что такое одиночество? Нам сообщили, что это название чувства, которое мы испытываем, когда думаем о тебе. Они... Это... Я... Просто... Иди-ка сюда. Идти куда? О, обнимашки? Почему нам не показали обнимашки? В смысле? А почему? А почему нам не показали обнимашки? В смысле? Как они долго обнимаются? Прелесть. Если что, я вас слышу. А почему? Что? Тяжело было, что ли? Так вот. Мы хотели сказать, что благодарны тебе за то, что ты опоздал всего на 3 миллисекунды. Приятно видеть, что ты все та же. Зато ты изменился, но в каком-то смысле остался прежним. Теперь, когда ты рядом, ты будто вновь стал частью коллективного разума. Твое присутствие почти такое же, каким было раньше. Мне очень приятно это слышать. По обычаю ты должен заказать напиток. Затем мы можем приступить к обсуждению миссии. Миссии? О, Валерия не знает. Ты ничего о ней не слышала? Нет. Что ж, изначально я прибыл сюда в поисках любви. То есть для размножения с местными видами. Можно и так сказать. Я помню, что ты описывал свою миссию именно так, Сильвер. Да, признаю. Но это было давно. Я обо всем расскажу. Но Аманда права, сперва я должен сделать заказ. Теперь я ощущаю вкусы гораздо отчетливее, так что напитки ей нравятся мне куда больше. Приятно слышать. Чего бы тебе хотелось? Чего-нибудь
нового и необычного. Хочу изучить все эти новые ощущения. Только ничего крепкого, пожалуйста. Переносимость у меня уже не та, что раньше. Еще я не против попробовать что-нибудь цветочное, немного сладкое. Может быть, с нотками свежести. Что-нибудь новое, но не слишком крепкое. Немного сладкое, цветочное, свежее. Как ты относишься к синему цвету? Обожаю синий. Тогда мне что-нибудь сладкое, цветочное, освежающее и синее. Сладкое, цветочное, освежающее, синее. Сладкое. Ну, трындец. На этом я и закончила. Но синее. Это синий чай. Цветочное. Ну, это синий чай тоже. Цветочное, синее. Это синий чай. Потому что это же вроде лепестки цветков, да? Ну, я хрен его знает. Растение и растение, все. Сладкое. Это... Вот сладкое не уверена. Освежающее это мята. А сладкое это что? Сладкое это мед. Сладкое это мед, освежающее это мята. Допустим, давай так. Возможно, только поменять местами надо будет что-то. Цветник. Вот так нормально. Не, нормально, хорошо, я считаю, это оно. Цветник. Целый сад в чашке от листьев до пыльцы. Слышите жужжание пчел? Нет. Что такое? Сильвер. Пропуск. Прочерк. Яркий цветник для джентльмена с серебристой шевелюрой. Я люблю серебристую шевелюру. Правда, она у него более синеватым, голубоватым отдает. Ну, ладно. Никогда не видел ничего подобного. Скорее бы попробовать. О, она даже вкуснятина. Когда пьешь через рот, вкус совсем другой. Честно говоря, не ожидал, что мне так понравится. Только бы это и пил. Со стороны кажется, что пить через перчатку и правда не очень удобно. Да, ощущения абсолютно иные. Не то чтобы неприятные. Нет, это по-своему неплохо, но не передает вкус так, как рот. Все гораздо сильнее завязано на ощущениях. От этого вкус куда насыщеннее. Но Володя знает свое дело, и я рад, что могу наслаждаться этими напитками в их изначальной форме. Вернемся к миссии. Да, миссия. Я столкнулся с некоторыми трудностями. Какого плана? Ну, дело в том, что я пока так и не пригласил никого на свидание. Что такое свидание? Шаг, который необходимо сделать перед тем, как объединиться с кем-нибудь в пару. На свидании можно увидеться, поговорить, узнать друг друга поближе. Похоже, жить без связи с коллективным разумом довольно утомительно. Честно говоря, это и правда непросто, но в то же время замечательно. Когда нет связи с коллективным разумом, как новое знакомство всегда оборачивается сюрпризом. Собеседник может отреагировать так, как ты не ожидаешь. Как бы ты никогда не отреагировал сам. Я каждый раз узнаю что-то новое. О землянах. И о них, конечно. Но в первую очередь о себе. В этом и есть весь смысл быть с другим человеком. Когда ты честен с тем, кого любишь, ты выходишь из зоны комфорта и сам становишься лучше. Сложная концепция. Для понимания мы должны провести дополнительное вычисление. Мы ведем себя совсем иначе, но это весьма чудесно. Знаешь, кажется, ты уже достаточно во всем разобрался. Не сомневаюсь, что ты отлично проявишь себя на свидании. Спасибо за добрые слова. Я и сам замечаю, что стал больше понимать. Если кто-нибудь согласится пойти со мной на свидание, думаю, все пошло бы лучше, чем было раньше. В чем же проблема? Ну, дело в том, что Сиэтл очень большой город, даже по нашим стандартам. Окружающие вечно заняты. И вопреки романтическим фильмам, люди с трудом доверяются друг другу. Нельзя просто подойти к прохожей на улице и пригласить ее на свидание. Похоже, ты уже пробовал? Да, несколько раз. Как-то раз даже стоял несколько часов на площади с дощечкой на груди с надписью «Приглашаю на свидание». Это не лучшая стратегия, да, я уже сам догадался. Люди в основном выглядели немного испуганными. Говорят, многие встречают вторую половинку на работе. Не рассматривал такой вариант? Может, когда-нибудь в будущем, не знаю. Боюсь, что сейчас моя работа привлекла бы не тех, кого я ищу. А ты не говорил, что нашел работу, Сильвер? Да, пару месяцев назад. Я решил открыть кафе. Серьезно? Получается, Валерий и ты теперь конкуренты? Нет, ни в коем случае. Для меня это скорее начало семейной традиции. Интересно. В общем, я все перепробовал, у меня начали иссякать идеи, так что я решил заново установить одинокие сердца, как сделал, когда только прибыл сюда. Мне кажется, онлайн-знакомство — это хорошая идея.
Я так и думал, но с тех пор, как я установил приложение, у меня не было в общей сложности. Исходя из окружающих параметров, предположим, что 0 свиданий. Аманда втиснулась. Именно так. О, нет. У тебя есть догадки, почему так? Если честно, догадка есть, но из моих уст это может прозвучать странно. Процесс знакомства в интернете кажется мне немного... Нет, очень даже инопланетным. Разъясни поподробнее. Ты имеешь в виду, что тебе не хватает знакомств с землянами? Нет, знакомиться можно с самыми разными землянами, но с ними будто невозможно наладить связь. Раньше мне проще это давалось, когда я делал первые попытки несколько месяцев назад. Сейчас же это похоже на то, как истончается моя связь с коллективным разумом. В некоторой степени я до сих пор его часть. Мне кажется, что если я проявлю инициативу, то найду тех, кто меня поймет. Но когда я наконец ее проявляю, в ответ лишь тишина. Как грустно. Извините, я только порчу всем настроение. Брось, даже не думай об этом. Я просто пыталась вспомнить, есть ли у меня друзья, с которыми я могла бы тебя познакомить. Они все уже в отношениях. У тебя доброе сердце, Луя. Со временем я что-нибудь придумаю. Для меня это довольно важно. Для некоторых это и вовсе экзистенциальная проблема. Мы поможем. Может, не надо? Даже не знаю. Спасибо за предложение, Аманда, но я нахожусь здесь уже много лет, и мне по-прежнему непросто. Много лет? Не поняла, подожди. С первой части сколько прошло времени до сейчас? Я думала, что прошло не очень много времени, а тут уже... подожди, первая часть была в 2020... Подожди, так первая часть была 2022, нет, 21 года. Не помню, какой год был в первой части, я реально не помню. Короче, ладно, если вы помните, какой год был в первой части, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что он говорит много лет, и мне кажется, что максимум 2-3 года, нет? Это не очень много. Когда я только-только прибыл, ты даже не мог поддержать разговор. Теперь мне кажется, что я понимаю людей лучше, но все равно. Тебе ведь сейчас хочется не разговоров, правильно? Тебе не хватает связи с коллективным разумом. Вначале все давалось тебе проще. Ты же сам так сказал. Да, так и есть, но... Мы коллективный разум, мы только что сюда прибыли, мы поможем. В этой идее есть здравый смысл. Мне кажется, соцсети чем-то похожи на коллективный разум. Тогда почему бы не попробовать? Что ж. Да, решено. Когда мы пойдем, я покажу тебе, как устроено приложение, Аманда. Мы готовы. Мы соберем данные и сделаем вывод. Объединим мощь коллективного разума с твоими человеческими знаниями, с учетом твоего предыдущего опыта и новых навыков, мы оцениваем наши шансы на успех в 100%. Мне нравится ваша уверенность. У Аманды всегда был пробивной характер. Мы не знаем, что это значит, но сочтем за комплимент. Нам приятно. Что касается... Секунду. Что происходит? Что происходит? Что? Уходим сейчас же. Но... Что случилось? Что там, охотник за инопланетянами? Объясню позже. Валерий, Луя, простите. Скоро увидимся, надеюсь. Мы... Нет времени, идем. Что-то он увидел. Это было странно. Да, они так внезапно сорвались. Надеюсь, у них все в порядке. Охотник? Лысый такой чел. Ван Панчмен, ты? Добрый вечер. Добрый вечер, господин агент. Вы знакомы? Агент как-то заходил и спрашивал о наших посетителях. Наверное, сегодня он зашел за кружечкой кофе? К сожалению, нет, я здесь по официальному делу. Кажется, все серьезно. Да, очень серьезно, мисс. Луя и Вэлори. Вы понимаете, почему я здесь, верно? Если не за кофе, то даже не знаю, что и думать. Вот как значит. Что насчет вас, Луя? Не желаете сделать обоснованное предположение? Обоснованное предположение? Клянусь, я
подала налоговую декларацию несколько месяцев назад. И Бэю с этим помогла примерно тогда же. Так что вряд ли дело в этом. Без понятия. Вы что, держите меня за дурака? И в мыслях не было. Тогда позвольте мне внести ясность. Не видели ли вы в кофейне инопланетян? Инопланетян. Извините, но такое разве бывает? Подумайте еще раз. Хорошенько подумайте, я бы на вашем месте ответил честно. Мне уже начинает это надоедать. Мы не сделали ничего плохого, не обязаны отвечать на ваши вопросы. На самом деле. На самом деле, можете не продолжать, я свои права знаю. А вот у вас нет права заявляться сюда, вести себя как важная шишка. Я не видела, чтобы в эту кофейню заходили те, кого здесь не должно было быть. Так что советую вам с вашими домыслами уйти отсюда. Валери не любит, когда посетителям докучают. О, хорошо порешала, нормально. Мое расследование. Ваше расследование ничего для нас не значит. Я начинаю злиться, мистер. Поверьте. Вы не хотите видеть меня в гневе. Ого. Не смейте меня трогать. Я и не делала ничего подобного, по крайней мере, пока. Отсел. Испугался, черт. Я уйду. Но это еще не конец. Я не собираюсь стоять в сторонке, пока инопланетяне захватывают Сиэтл. Поступайте, как считаете нужным. Вы лишь зря тратите время. О, господи. Что происходит? Это уже мне решать. Уйди. Лу я вообще затащила сейчас. Избавила нас от этого чувака. Луя, вот это да. Может, обычно я веду себя тихо, но все же не зря я суккуб. Здорово, что мы с тобой дружим, а не враждуем. Честно говоря, обычно избегаю конфликтов, но иногда иначе просто нельзя. Да. Интересно, какие цели он преследует? Он агент иммиграционной службы, занимается вопросами инопланетян. Он уже давно преследует Сильвера. Еще с тех пор, когда Сильвера звали Нил. Внешне он смахивал на Аманду. Симпатии у меня к нему не прибавилось. Честно говоря, я с трудом удержалась, чтобы не ударить его по самодовольному лицу. Потому что я его не трогала, несмотря на то, что он подумал. А кто его трогал? Вопрос. Нет, ты и правда его не касалась. Ты-то к чему? Похоже на важный пропуск. Будет жаль, если он потеряется. Ну, у агента кое-что с собой было, и теперь у него этого нет. Вэлори, ну ты даешь. Не думала, что у тебя хватит на такой духу. Любопытный именной пропуск. Уверена, что кто-нибудь с креативным мышлением смог бы найти ему применение. Ты читаешь мои мысли. Креативное мышление? Это с креативным мышлением. Я даже не знаю, кому бы я это дала. Вот прям вообще не знаю, кому это можно дать. С креативным мышлением. Не знаю, правда, не знаю. С этим же, что ли, инопланетянам самим отдать? Яхаса. Похоже, у тебя есть время поразмыслить, что с этим делать и кому передать. В самом деле. Знаешь, не хочется этого признавать, но вся эта ситуация вывела меня из равновесия. Извини. Твоей вины в этом нет. Но я, пожалуй, пойду. Проведу немного времени со своим женихом. Буквально секунд 30, прежде чем захраплю у него на плече. Отличный план. Передавай ему привет от меня. Обязательно. Да блин. Кстати, у меня там спиннер валяет. Не нравится мне этот агент. Быть в беде. Пропуск выглядит серьезно. Окей. Ну, кто знает, что будет завтра. Детекс чай. Это мы уже читали. Опять дождь? Пятница, 22 сентября 2023. Страны Атлантического региона согласились подписать многомиллиардный договор об улучшении системы образования. Когда-нибудь я научусь разговаривать. Не сегодня. Чем возвращение в офис сулит не Некамими? Господи. Эти слова. Мощный клюв. Дятел практически расколол столб электропередачи пополам. Жесть. Ладно. Сезон дождей в этом году — это что-то с чем-то. Да, но сначала мы с тобой почитаем.
Появилась Рэйчел, певица, танцовщица и модель. Девушка мечта. А, понятно. Ладно. Так. Сатир с татуированными ногами. Круто или отстой? Друг спросил, самому там мне пофиг. Айт. Только что посмотрел фильм о так называемых вампирах-вегетарианцах, которые питаются кровью животных. Такая кровь не приносит ни удовлетворения, ни насыщения. Синтетическая лучше. И как вампир может забеременеть? Потрясающий сюжет. Рэйчел. Кое над чем работаю. Вам любопытно? Хе-хе. Хе-хе. Риона. Машина сломалась. Сегодняшние доставки переносятся на завтра. Так, тут довольно длинная. Ой-ой-ой-ой. В конце прочитаем. О, как дела, Рэйчел? Ой, как обычно. Няхан. Няхан? Что это? Что такое? Да ничего. Просто я, наверное, никогда не смогу равнодушно наблюдать за превращением Некомими. В хорошем или плохом смысле? В хорошем, конечно. Это настоящее волшебство. Спасибо. Тебе что-нибудь дать? Может, полотенце? Так, а что тут появилось? А, вот Луя. Я бы каждый день ходила в офис в свадебном платье, если бы чертовы кадровики мне разрешили. Когда ты зашла на улицу, лило как из ведра. У тебя есть фен для волос? Фен для волос. К сожалению, нет. Тогда ничего не нужно, все нормально. Она выросла. Прическу сменила. Точно? О, Валари, дождик, это сущая ерунда. Со мной все хорошо. Ладно, как скажешь. Я ведь уже не ребенок, понимаешь? Прошло 3 года, я повзрослела. 3 года. Вот она мне и ответила. Я повзрослела. Да, это тут ни при чем. Просто не хочется, чтобы звезда такой величины заболела из-за низкого качества обслуживания. Тогда просто относись ко мне экстра обходительно. Ну, может, приготовишь мне особый напиток? Особый напиток? Чего бы тебе хотелось? Чего-нибудь сливочного. Немного сладкого. И яркого, чтобы перекрыть унылую погоду за окном. Яркого, значит, в смысле вкуса или цвета? Тебе решать. У разных цветов же разные эффекты, да? Хорошо, попробуем. Ура! О, только не добавляй кофе, пожалуйста. Можешь кратко описать свой заказ? Яркий латте без кофе с медом. Яркий латте без кофе с медом. Яркий латте. Так, что ли? Синие грезы. Латте арт, давайте сейчас нарисую что-нибудь на нем. Да, давай. Хоп. 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 Это у нас луна, чтобы вы понимали. Это луна, короче. Почему она такая уродская? Сбрось мне еще раз, пожалуйста. Еще хуже. Отлично. Первая была самая лучшая, и вот это я все испоганила жестко. Блин, капец, у меня первая хорошо получилась. Я взяла все и испортила, что делать? Офигеть. О, все, нормально, все, не трогаю. А теперь звездочки добавляю. Хоп, 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 хоп. Тыцк, 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 тыцк. Это звездочки. Тыцк. Звездочки. Ну, вот. Все готово. Готово. Ну, красиво получилось. Не, нормально, хорошо, неплохо подать. Ну, хорошо. Внимание, кружка сказочного латте. Ого, что это? Выглядит любопытно. Латте с мотыльковым горошком и медом. Новый рецепт. Называется «Синие грезы». Ладно, давай попробуем. Интересно. Как тебе? Ну, я ожидала чего-то Она, наверное, хотела розовый, да? Она по-любому хотела розовый. Этот восхитительный латте с землистыми нотками наполнит вас спокойствием, безмятежностью, одним своим видом. Она хотела по-любому с розовым чаем. Лукас. Шерсть, конечно, придется сбрить, иначе кто-то тушку-то увидит. Да ну блин, это нечестно, я сделала тебе почти все, что ты сказала, ну ёпрсто. День рождения 29 февраля, по всем деловым вопросам пишите на почту.
Вкус не такой яркий, как мне бы хотелось, но цвет очень любопытный. Такой синий. Что это вообще значит синие грезы? Синие грезы, значит, печальные? Синие грезы. То есть сны, в которых все синего цвета? Или сны, в которых все непонятного синего цвета? Все твои мысли или ощущения верны? Вот уж точно непонятно. Вкус мягкий, землистый, сюрреалистический и в то же время очень приятный. Слушай, а можно я тебе это дам? Дайте я дам. Блин, это надо было давать, когда она еще это... Это надо было подавать вместе с едой. Надо не забыть, что все вот эти вот вещи я могу подать только вместе с напитком. Да ёпты, я сейчас промотала. Неплохо. Синие грезы, значит. Неужели уже и правда прошло столько времени? В последний раз я к тебе заглядывала где-то год назад, да? Вроде бы. Да еще на автобусах начали появляться постеры с твоим лицом. Точно. Все так завертелось, свободное время вдруг куда-то исчезло. Ты как держишься? Вечно занята, все хорошо. Даже отлично. Если честно, дело не в проворот. Да? Ага, я постоянно пропадаю на съемках клипов и прочего. Фотосессиям нет конца, меня пригласили на несколько шоу и подкастов, а еще... О, я записываю новую песню. Серьезно? Ага. Отличные новости. Нет. Пока не поздравляй. Хорошо. Я еще не закончила. Во всех смыслах. То есть? В этот раз я ее сочиняю. Ого. Эта песня выйдет в коллаборации с AG. Погоди, ты имеешь в виду этот парень, музыка которого вечно у тебя в плейлисте, Арами Дженбрю. Как же круто. Знаю, я так рада. Скорее бы ее послушать. Для меня новость, что ты пишешь песни. Знаю, по мне не скажешь, но, откровенно говоря, я с детства об этом мечтала. Писать песни и танцевать. Точнее, исполнять собственные песни, под них же танцевать. Импровизированный концерт одной Некамиме. Импровизированный концерт? Угу, концерт, которого никто не ждет. Обычно их устраивают в торговых центрах или на многолюдных улицах. А, да, теперь понятно. Пропустишь такой концерт, и бац, его как будто и не было. О таком концерте потом вспоминают, как о единственном в своем роде уникальном представлении. Захватывающе. Вот же. Думаю, мне всегда нравилось выступать на сцене. Но знаешь, в детстве мы хотели уметь все на свете. Когда вырастаешь, то приходится делать выбор. Танцы и пение от природы даются мне легче, чем сочинение собственной музыки. По крайней мере, так было раньше. Я подумала, если в одиночку у меня не получается, можно объединиться с тем, кто точно знает, что делает. Ты точно сделала правильный выбор. И я так думаю. Я черпаю вдохновение даже сейчас. Кто знает, может, твои напитки тоже меня вдохновят. Но как же я рада с ума сойти. Господи, еле прочитала. Ты держи руку на пульсе, хорошо? В смысле, не пропусти, когда песня выйдет. Хорошо. Ожидаемо. Свет вырубила? Ага. Такое уже случалось, да? Только когда похода портится. Подожди секундочку, пойду включу генератор. Хорошо. Опа. Опа. Это превратилось в кошку. Смотри-ка. Риона пришла. Прикол. Давайте сохранимся тогда на этом. Давайте. Вообще нужно заканчивать, но если не хотите слушать, то уже все, конец. А если хотите, то давайте дочитаем вот эту вот сегодняшнюю историю. Там, где любовь. Иногда меня пугает, насколько точно он угадывает, чего я хочу. Например, сегодня утром он отнес оставшийся кофе на кухню, добавил в кофейник холодное молоко, лед и карамельный сироп. Получившийся напиток он поставил на столик, за которым я работала. «Мадам, прошу, кажется, одной чашки кофе вам не хватило». Я так и не поняла, почему сделанный им карамельный латте получился таким вкусным. Из-за идеального количества сиропа или его улыбки. С ним никогда не угадаешь. «Благодарю, сэр, нам с отчетом теперь гораздо лучше». Мне всегда нравилось обмениваться с ним нарочито вежливыми фразочками. Хотя вообще-то мне нравится абсолютно все, что мы с ним делаем. Мы вернулись к субботним рабочим делам. Если бы его не было рядом, я бы, наверное, просто провалялась весь день на диване за просмотром сериалов. Когда мы вдвоем работаем, и он молча меня обнимает, я всегда
перевыполняю свой план. Иногда я думаю, как здорово было бы провести его в офис, чтобы он заменил мне жесткий стул. Интересно, что об этом подумала бы Джолин. Она бы наверняка разозлилась, но тогда я бы возразила, что он помогает мне быть лучше и рядом с ними не такая раздражительная. Разве повышение производительности труда того не стоит? Я все еще раздумывала над речью Джолин, когда он зевнул и закрыл свой ноутбук. Кажется, он был доволен проделанной работой. «Ты уже все? Везунчик». «Ну, я же не витал в облаках, в отличие от некоторых». Он наматывал на палец локон моих волос, пока это говорил, и я чувствовала, как он расправляет узелки, которые я еще не успела вычесать. «Конечно, тебя ведь не отвлекал от работы парень, трогая твои волосы». «Мне уйти? Знаешь, мне ведь рано или поздно придется вернуться домой». «Нет, останься до обеда». «Как скажете, госпожа». Он продолжил поглаживать мои волосы. Он даже попытался сплести из них косу, но у него ничего не вышло, и он прекратил. Я с трудом сдерживалась от того, чтобы не повернуться и не поцеловать его, к черту отчет. Может, все-таки не стоит приводить его в офис. Твоя взяла Джолин. Мы так и просидели до обеда. Если бы он сказал «я люблю тебя», эти моменты стали бы идеальны, но мы молчали. Дело в том, что он никогда не говорит эти слова первым. Не знаю почему. Он опубликованный поэт, но почему-то не понимает важности этих 3 проклятых слов, которые хотят услышать все люди. Тут написано «девушки», но такое. И если бы не это, он был бы идеален. Знаю, я придираюсь, но все же, было бы приятно иногда слышать от него эти слова. Ну что, перерыв на обед? Он выпустил меня из объятий и сел так, чтобы я видела его лицо. Я по-прежнему утопала в числах и унылых листах со статистикой. «Давай что-нибудь закажем, я еще не закончила». «Значит, на обед у нас пицца. Мне кажется, у тебя еще остались скидочные купоны». «Угадал. И насчет выбора еды, и насчет купонов. Говорю же, мне иногда бывает страшно от того, как хорошо он меня понимает. Если бы на его месте был кто-то другой, мне бы стало не по себе, но он исключение. К тому же я его люблю». Он встал, взял телефон, пошел на кухню, чтобы сделать заказ. «С ананасом?» — крикнул он с кухни. «Конечно. Что я, чудовище какое?» Я услышала, как он засмеялся, затем до меня донесся звук открывающейся дверки шкафа, того самого, где я храню купоны. Он знает меня как самого себя. Может, нет ничего страшного в том, что он не так часто признается мне в любви. Хоть читатели его стихов теряют голову от его слов, я знаю, что он пишет, это, наверное, опечатка, обо мне. Я знаю, что он меня любит, ведь это он понимает меня лучше всех в мире. К тому же он в курсе, где я храню карамельный сироп и купоны для пиццы. Я знаю, где любовь. О, это миленькая история. Ну, наверное, это все, что я могу про нее сказать. Она миленькая. Миленькая, все. Да, вот так вот. Окей, спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.